Токийский сад Кийосуми существует здесь с начала 18 века, когда главный город Японии носил название Эдо, а страна находилась во власти военных правителей из рода Токугава. Сначала это были владения самурайского клана Сэкиядо, затем во второй половине 19 века его выкупил и придал ему нынешний облик один из самых богатых людей того времени Ивасаки Ятаро, основатель корпорации Митсубиси. Сад для японцев – это произведение искусства, а искусство здесь воспринимают как путь к совершенству. Путь этот бесконечен, как садовая тропа, она извилиста, но проходит по замкнутому кругу, а сам сад задуман в виде миниатюрной копии идеального мира, гармонии и покоя. Гуляя по этой красоте, натыкаешься на камень с, наверное, самым известным японским стихом великого Мацуо Басё, мастера трехстиший хайку или хокку. Он жил здесь неподалеку. Фуруикея Кавадзу Тобикому Мидзуно Ото. Есть литературные переводы на русский, но дословно это «Старый пруд, прыгает лягушка, звук воды». Считается, что в этом хайку Мацуо Басё сделал невозможное. С помощью звука позволил услышать тишину. Как сказано у Лао Цзы, стремясь к малому, постигаешь многое. В этом очаровании японского искусства, которое хорошо прослеживается на примере Нецки. Миниатюрных фигурок, которые начали входить в моду как раз когда Басё сочинял свои шедевры и со временем стали уникальным явлением японской культуры. Само слово «нецки» состоит из двух иероглифов – «корень» и «прикреплять». В мужском кимоно нет карманов, и мелкие предметы, кисеты для табака, курительные трубочки, емкости для всякой мелочи прикрепляли к поясу оби с помощью противовеса. Видимо, сначала для этого использовали фигурные фрагменты корней деревьев, отсюда и название. Часы мы заправляем за пояс, а нецки снаружи закрепляем вот таким образом. Видите, часы теперь никак не выпадут. Размещать нецки нужно так, чтобы было непонятно, то ли я хочу его спрятать, то ли наоборот показать. Если разместить его посредине, то будет выглядеть немного странно, а вот тут в самый раз. С начала 17 века первый сёгун рода Токугава Иэясу ввел в обращение такие приспособления, как инро. В результате среди знатных военных даймё сложилась традиция носить их с собой. Инро – это вот такие маленькие коробочки, куда можно положить лекарства. Но просто для ношения снадобий эта вещь довольно бессмысленная. Такие изящные изделия, покрытые лаком и позолотой, самураи высшего ранга носили на видном месте, прикрепляя к одежде. Это стало обязательным элементом наряда, демонстрирующим социальное положение. Носить такие инро и нецки вошло в моду. Все стремились иметь уникальную с точки зрения художественного исполнения вещь, соревнуясь друг с другом в оригинальности. И мастера стали получать заказы на изготовление красивых изделий. На коробочке, как видите, изображены цапли, и к этому изображению цапель прилагаются нецки в виде черепах. Черепаха в мифологии олицетворяет цикл в 10 тысяч лет, цапля – тысячелетие. Вместе это получается символ долголетия. Символично, что именно такой дизайн выбран для предмета, который предназначен для хранения лекарств, средства излечения от болезней, чтобы прожить здоровую и долгую жизнь. Расцвет нецки пришелся на 250-летний период с начала 17 по вторую половину 19 века, когда страна жила в режиме самоизоляции, фактически в отрыве от остального мира. Именно произведения того времени ценятся коллекционерами выше всего. Это нецки 18 века. Обратите внимание на эти черные линии. Многие пытаются их устранить, но это намеренно нанесенное потемнение, и его ни в коем случае нельзя смывать. Мастер, который делал эту фигурку, специально окрашивал эти места для создания эффекта света-тени. Одежда проработана до последней мелочи. Это и есть настоящие нецки. Внутренние поверхности тоже все детально проработаны, в том числе отверстия, через которые нужно продевать шнурок. То есть нецки хороши тем, что их можно бесконечно разглядывать со всех сторон и во всех ракурсах. В те годы в Японии культура, искусство, живопись, литература, ремесла развивались без внешнего влияния, совершенствуя и рафинируя национальные традиции. И одним из самых ярких воплощений японской эстетики стала чайная церемония.
Как из прикладного предмета нетски превратились в отдельный жанр искусства, так из банального, казалось бы, дела чаепития японцы сделали культурно-философское действо, познание себя и мира, где каждая деталь имеет значение. Проникать в чайный домик через небольшой лаз, с одной стороны, это чтобы самураи не смогли войти внутрь в доспехах и с оружием, а с другой подчеркивает равенство. Независимо от статуса, каждый должен встать на колени и склонить голову. Тема сегодняшней церемонии указана на свитке. Там написано «Нити-нити коре-ко-дицу». Дословно это означает «каждый день хороший». И в ясный день могут набежать тучи или пойти дождь. В сердце человека тоже могут быть не только светлые, но и грустные моменты. Но какой бы ни была погода, нужно стараться, чтобы в душе каждый день становился хорошим. Прелесть простых вещей, сложность в простоте, очарование скромности и взаимное уважение – это базовые принципы японского восприятия прекрасного. Все здесь подчинено скрупулезному вниманию к каждой детали. Даже платочек для протирки утвари нужно складывать особым образом. Взбитый чай маття первыми в Японии стали пить дзен-буддийские монахи, чтобы благодаря бодрящему эффекту их не клонило в сон во время длительных медитаций. По правилам чайной церемонии я должен сначала поблагодарить сенсея, отэмая тёдай, потом правой рукой взять чашу, поставить ее на левую ладонь, двумя движениями по часовой стрелке повернуть ее передней частью в сторону сенсея, потом поблагодарить небеса за то, что они мне даровали возможность испить этот божественный напиток, и приступаем. Последний глоток нужно сделать с прихлюпом. Это тоже обязательное условие. Он означает, что чай был вкусный, и я очень благодарен сенсею. Если говорить о характерных особенностях предметов искусства на Западе, то это, как правило, очень дорогие вещи, подчеркивающие статус их обладателя. Бриллианты, роскошные издания, которые стоят больших денег. В Японии же во времена военного правления нельзя было выделяться так, чтобы ставить себя выше сёгуна. Было не принято иметь вещи лучше, чем у человека, стоящего выше тебя по статусу. Культура стыда и уважения это не приемлет. Нельзя красоваться, выставлять богатство на показ. В результате произведения искусства по своей сути носили сугубо личный, интимный характер, предназначались только для себя и человека, с которым ты непосредственно общаешься. Если взглянуть мельком, то, скорее всего, и не поймешь, что перед тобой дорогая вещь. Только с близкого расстояния, при общении с глазу на глаз, можно рассмотреть и оценить всю прелесть и очарование предмета. Существуют разные принципы классификации нетски. По форме, круглые, продолговатые, треугольные, по материалам, из которых они сделаны, по образам, предметы, животные, люди, мифические существа. Скажем, здесь пример любимого японцами антропоморфизма – животные в человеческом обличии. В его основе популярный в свое время мотив народных гравюр Оцуэ. Фудзимусме – танцовщица глициния. Под шляпой можно разглядеть элементы цветов глицинии. И в целом в этой фигурке нетски имитируется женский образ. Сзади у нее традиционный узел пояса оби для кимоно. Хотя на самом деле это оборотень тануки, енотовидная собака. Ценители говорят, что самое главное в нетске – это то, что не удается заметить сразу. Разгадывать спрятанные в нетске загадки – это еще одна грань восприятия. Скажем, это не просто изображение цикады, здесь есть скрытый смысл, символы, которые художник зашифровал в виде цикады. Из-за черного цвета детали не так заметны, но если вглядеться, то, думаю, вы удивитесь, насколько скрупулезно проработана каждая жилка листочка. Это невероятно тонко исполненное произведение, очень высокий уровень резьбы по дереву. В связи с цикадой в японском языке есть словосочетание, которое можно перевести как эфемерность, бестелесность, и в этой фигурке это очень хорошо отражено. Оценивают нетски тоже по-разному. Есть подлинные шедевры, цену которых сложно определить. В целом стоимость варьируется от нескольких сотен до десятков, а бывает и сотен тысяч долларов. Но так или иначе, каждый выбирает нетски по каким-то личным критериям. Если взять синтоистский оберег или буддийский амулет, то в сравнении с нетски есть определенные различия. В первом случае предполагается, что в этом предмете содержится некая божественная благодать. В случае же с нетски речь идет о людях, которые сменяют
сохраняя друг друга, поколение за поколениями, через прикосновение вкладывали в эту фигурку каждый свой смысл. С течением времени от прикосновений Нецки преображается, появляются потертости, и в итоге получается, что оно уже не выглядит так, как в самом начале. То есть в момент создания нельзя сказать, что это завершенное произведение. Выходит, оно тоже меняется со временем. Господин Бунгику Коконтей – артист разговорного жанра в стиле средневековой декламации ракуго. По сути, это как современный стендап. Профессия диктует и своеобразное отношение к Нецке. Бывает, что мне предстоит какое-то особенное выступление. Разумеется, все выступления особенные, но в этот раз оно, скажем, исключительно важное. Тогда я просто раскладываю все свои нецки и спрашиваю у них, кто из вас сегодня готов пойти со мной на сцену, и сразу понимаю, какую взять. И когда я поднимаюсь на помост, один, без помощников, рядом у меня там нет ни друзей, ни группы поддержки, у меня за поясом спрятан мой маленький напарник. Когда выступаешь перед аудиторией, испытываешь волнение, тревогу, и такая поддержка действительно имеет значение. Разумеется, в Японии есть и другие виды искусства, такие как свитки какэдзику или гравюры укиё-э, но к ним нельзя прикасаться, их можно воспринимать только взглядом, только созерцать. Что касается нецки, то они предназначены, чтобы их брали в руки, а благодаря прикосновению, в дополнение к созерцанию, эффект восприятия получается гораздо сильнее. В этом их очарование, которое отличает нецки от произведений изобразительного искусства или ювелирных украшений. Госпожа Масами Сакай, мастер в 5-м поколении, она продолжает традиции известной династии резчиков Нецки из провинции Исе, сейчас это префектура Мие, которые работали под псевдонимом Масанао. Их произведения выставлены в коллекциях музеев по всему миру, в том числе в Эрмитаже. Масами-сан, над чем вы сейчас работаете? Я вырезаю фигурку краба. До сих пор у меня были только маленькие крабы, а тут в разговоре с коллекционером возникла идея вырезать большую фигурку. Я загорелась этой идеей, решила, почему бы не попробовать. Работы Масами-сан ценятся довольно высоко, она устраивает персональные выставки, а некоторые произведения входят в постоянную коллекцию музеев современных нецки. На одну фигурку уходит от 1 до 2 месяцев, а стоимость начинается в переводе на рубли от 250–300 тысяч. Папа был против, чтобы я занималась нецки. Он считал, что это не женское дело, поэтому при нем это было исключено. Я успела за это время выйти замуж, создать семью, и только когда дети подросли и появилось свободное время, в возрасте 35 лет я начала вырезать нецки. Но и тогда папа не одобрял. Я тайком от него пыталась что-то делать, долго не решалась ему показать, а когда все-таки набралась смелости и показала, он сказал, что это никуда не годится. Но желание это не отбило, и когда папы не стало, я узнала, что мама была за то, чтобы я продолжила семейную традицию. Работа над нецки начинается с выбора материала, кстати, как и ее предки. Масами-сан работает с заказами. Образы, как в случае с крабом, рождаются в процессе общения с коллекционерами. А какое дерево считается самым сложным для вырезания нецки? По мне, это самшитовое дерево. Здесь его нет. Сантал, кстати, сложный материал. У него сучковатая структура. Розовое дерево тоже непростое. Зуб бегемота? Да, из него невозможно ничего сделать. Очень твердый. А скажем, чтобы вырезать такую нецки, сколько требуется времени? Здесь материал орех тагуа. Первая фигурка у меня не получилась. Когда начала вырезать, внутри обнаружились естественные полости. Пришлось переделывать. В итоге получился каппа, японский фольклорный герой, который живет в реках и на болотах, как наши кикимора, но более безобидный. Главное, чтобы в моих произведениях люди видели именно тот смысл, который я вкладывала, когда их вырезала. Мне всегда интересно, действительно ли мне удалось в полной мере передать замысел. Взять, например, вот эту обезьянку. Вроде, на первый взгляд, она как будто просто играет. Но если перевернуть и посмотреть внимательнее, то выясняется, что это не вполне так. Если у человека появляется эта мысль, удивление, ах, вот оно что оказывается, то для меня это самое ценное. Обезьянка, кстати, охотится за тем самым крабом. Вот он притаился под плетеной корзинкой.
По каким критериям определяется ценность нецки? Существуют разные виды восприятия. Для кого-то важна гравировка, для кого-то форма, кому-то нравятся продолговатые формы, кому-то округлые. Есть и иные критерии. Например, вот так. На что это похоже? Ну, на гриб. С этой стороны, очевидно, гриб. А если перевернуть, то здесь мы видим фигурку человека. Сверху у него большая чаша для саке. Ну, то есть это не шляпа. Это чаша для саке, которая похожа на шляпу. То есть здесь собрано несколько образов, которые делают эту нецки интереснее и удивительнее. Несмотря на все разнообразие, тем не менее, есть несколько моментов, без соблюдения которых миниатюрная резная фигурка не может считаться нецки. Прежде всего, небольшой размер, от 2 до 5 сантиметров. Есть продолговатые, чаще в виде человеческих фигур. Они могут быть до 10 сантиметров. Второе – отсутствие выступающих или заостренных частей. И самое главное – отверстия для продевания шнурка, которые чаще могут быть частью композиционного замысла. Где здесь ваша любимая фигурка нецки? Да их много, они мне все нравятся. Но я вам покажу нецки, которую, как мне кажется, особенно интересно рассматривать. Это так называемая ама – женщина, добывающая жемчуг. Здесь используется образ осьминога. Это нецки созданы в период Эдо. Есть известная гравюра художника Утамаро Китагавы. Сюжет осьминог и ныряльщица за жемчугом. Здесь художник развил его в интересном ключе. Видите, с какой тщательностью вырезаны осьминожьи щупальцы, которыми он опутывает ныряльщицу со всех сторон, как будто собирается вытащить ракушку из корзинки. А она, в свою очередь, держит его за голову, где у осьминогов внутри есть единственная твердая часть. И потому, как это изображено, можно судить о высочайшем мастерстве художника. В частном музее в Киото, в который превращен старинный дом, принадлежавший одной из знатных столичных семей, представлены современные нецки. Судя по указанным на табличках годам рождения, возраст художников в среднем от 40 до 60 лет. Многие коллекционеры считают, что настоящие нецки должны непременно пройти проверку временем. Но, с другой стороны, те экземпляры, которые сейчас считаются истинными произведениями искусства, когда-то ведь тоже считались современными. Ну вот здесь попробуем проследить эволюцию нецки. Это классический вариант, период Эдо, 18-й, начало 19 века. Это период Мэйдзи, вторая половина 19-го, начало 20 века. Промежуточное звено, середина прошлого века и современность. Ну, что тут скажешь, нецки, они и есть нецки. Если бы не новые мотивы и сюжеты, вот здесь, например, астронавт НАСА в скафандре, которого затягивает черная дыра, то очевидных различий непосвященному человеку заметить сложно. Разве что в современных стало меньше прикладного, больше красок и самовыражения мастера.